Привет, мои дорогие! Сегодня хочу показать, как сделать вайнер незабудки для того, чтобы можно было повторить вот такой цветочек. Для этого я буду использовать полимерную запекаемую глину фирмы Fima с маркировкой Professional. Глину немного разминаю, но делаю это слегка, чтобы было в дальнейшем удобнее работать. Формирую заготовку толщиной 5-7 мм. Придаю ей необходимую форму. И прижимаю к столу к ровной поверхности для того, чтобы выровнять поверхность заготовки и убрать все отпечатки пальцев. Эта трубочка часть от разобранной антенны. Ее диаметр 2 мм. Слегка намечаю центр цветочка. Этот инструмент для создания ногтевого дизайна называется DOTS. Я выбрала самый маленький диаметр. Первым проходом намечаю углубление. В идеале их должно получиться 10. Ну а на втором круге продавливаю еще больше полученные углубления. Никуда не тороплюсь и инструмент держу строго вертикально. Если вижу какие-то огрехи, аккуратненько все поправляю, выправляю все стеночки. И вот такой результат меня вполне устраивает. Далее буду работать цыганской иглой. Держа иглу к центру, продавливаю 5 равноудаленных лучиков. Теперь между этими лучиками намечаю еще 5 лучиков, но уже меньшего размера. Далее, держа иглу от центра, углубляю лучики большего размера. И вот что примерно должно получиться. Теперь мне нужна булька с диаметром шарика примерно 4-5 мм. Легкими прихлопывающими движениями я намечаю форму лепесточка. Таким же образом обозначаю все 5 лепесточков. Лезвием вырезаю необходимую форму. Заготовочку необходимо запечь, следуя инструкции на упаковке. У меня уже есть готовый молд, который я сделала на 6 цветочков аналогичным способом. Еще я зашлифовала обратную сторону и все кромки своего молда наждачной бумагой. Для изготовления силиконовой части вайнера потребуется опалубка, которая должна быть немного больше нашего молда. Опалубка должна быть герметичной. Я использовала пластиковую коробочку для изготовления своей опалубки. И для того, чтобы она не протекала, я ее тщательно обмотала скотчем снаружи. Перед заливкой силиконом молд нужно установить на дно опалубки. И чтобы он не всплывал, я его приклеила на двусторонний тонкий скотч. Я использую силикон на платиновом отвердителе 30 единиц плотности. Этот силикон можно нагревать после затвердевания. Фирма-изготовитель Smooth On. Этот силикон смешивается в равных пропорциях и затвердевает в течение 6-8 часов. Примерно так это выглядит после затвердевания. Необходимо из опалубки вынуть готовый вайнер, он отделяется очень легко. И оценить результат. Нижнюю кромку силиконовой части я обрезала для того, чтобы обеспечить лучшее соприкосновение внутреннего рельефа при отпечатывании фактуры. И вот такой результат я получила. Я очень довольна своим вайнером и надеюсь, что у вас тоже все получится.